Добрый день, мои дорогие! Сегодня хочу показать необычный способ стирки кардной пряжи. Именно кардной пряжи. Вот, хочу показать, какой результат можно с первого раза достичь при правильной стирке образцов и также изделий из вот кардной пряжи, которая на бобине выглядит довольно жесткой. Вот образец, который постиран по технологии, которую я предлагаю вам. Также здесь есть пряжа Must, это Super G-Long, это пряжа Batik, которая содержит 5% кашемира. И вот образец, который после стирки получился. Также из этого Super G-Long получается вот с таким пушком сразу. Дело в том, что не всегда нам продавцы рассказывают о том, насколько нам надо стирать пряжу. Ну, стираем и стираем моющим средством. Это вот образцы постиранные, на которых я буду показывать, как стирать. Это пряжа Must Super G-Long. Вот, она выпустила такой пух с первого раза. Очень мягкая, нежная. Это вязание в одну нитку, нить 1,15, в одно сложение на цвет. Это на посапе связано. Это образцы. Вот это кашемир. Кашемир раскрытие с первого раза. Видите? Пух. Образец легенький. Вот второй образец. Пух легенький, нежный с первого раза. Также на этом же Super G-Long, вот, один. И наш образец, который сейчас уже прошел сейчас влажно-тепловую обработку полностью. И его можно мерить. Многие продавцы, которые имеют при себе карты, цветовые карты, в каждой карте указано, какой способ стирки лучше применять для данной пряжи, так как они предназначены для производства, и там никто с ними не будет 10 раз стирать. Поэтому смотрим дальше, не переключаемся. Обрабатывать будем вот этот образец. Сейчас фото выложу его в таком необработанном виде. И вот этот образец, который сейчас уже после стирки. Так, берем наши образцы после того, как мы их отварили слегка, наши образцы, и наливаем в тазик воду примерно 40 градусов. Наливаю воду и буду добавлять туда умягчитель для белья. У меня вот такой, и я самый простой. И я добавлю сюда на эти свои образцы где-то 1,5 столовых ложки. Вода такая, чтобы была чуть теплее, но не горячая. И окунаем туда свои образцы. Здесь мы им дадим побыть минут 20. После этого я их буду укладывать в стиральную машину. То есть умягчитель воды, умягчитель белья, он рассчитан на то, чтобы раскрыть все волокна текстильных изделий и тем самым сделать изделие мягкое. И здесь, чтобы убрать этот производственный, я его называю клеем, вот уже видно, что отходит, вода стала слегка мутной. Пусть раскроется 20 минут. Это время, которое необходимо для того, чтобы натуральные волокна расслабились и приняли воду в себя. Потом мы их будем прополаскивать. Итак, прошло 20 минут примерно, и я подхожу к стиральной машине. Самой простой стиральной машине.
Так как у нас образцы были замочены, просто их сюда вместе с водой сливаю. Закрываю машину и выставляю. Здесь режим хлопок 30 градусов. И засекаю время 10 минут. Для того, чтобы не бояться, 10 минут для первого раза будет вам достаточно. После того я поверну вот так рычажок и принудительно остановлю машину. После чего будет отжим. Итак, нажимаем пуск и поехали. Закрыть машину. Вот, то есть сейчас показывает, что 1500 оборотов будет. Но это на отжим. Просто запускаю и смотрим. Вот пошла вода, наливается. И будут образцы у нас бултыхаться там 10 минут. Я не знаю, почему продавцы об этом не рассказывают. Точно таким же способом можно и раскрыть с первого раза кашемир, кардный кашемир. И также меринос. Сейчас у меня там есть один образец из мериноса. Про меринос я не читала, не нашла рекомендаций производителей. Но со временем я и их найду. А про кардную пряжу, особенно Super G Long, очень рекомендуют везде стирать и замачивать их с умягчителем, без каких-либо особых стиральных средств. Вот наши образцы бултыхаются довольно интенсивно, и этого не надо бояться. С ними умягчитель. Итак, прошло 12 минут. Я отключаю машину и жду, пока у меня опустится здесь указатель до низа, что я смогу переключить другую программу. Так у меня есть образ. Вот, программа переключилась. Я сейчас переставляю на отжим. Отжим, в принципе, надо ставить на 600 оборотов. Ну, как для образца, на 600 оборотов. И запускаю. Итак, прошло. Отжалось все. Открываем и достаем, что же мы тут получили. Вот наши образцы. Наши образцы, которые стали пушистыми. Сейчас их нужно... Видите, пушистость открылась. Он был очень дырявый. Далее и этот белый пушистый стал. Также посмотрим, что у нас получилось после того, как... Ну, тут скаталось. После того, как они высохнут. И теперь уже смотрим образец, который мы постирали, обработали. Вначале я показывала. Вот, он легкий, очень нежный, отстирался, не свалялся. В то же время я хочу сказать вам, что я специально связала этот образец из гребенной пряжи. Так обрабатывать гребенную пряжу ни в коем случае не рекомендую. Кардная пряжа, это все можно стирать по выше показанному способу. Здесь у меня деталь отвязана из батыка. Вот тоже она также обработана, вся мягкая. При ручной стирке мне не удавалось это сделать. Что еще хочу добавить, что каждая пряжа, для каждой пряжи производитель составляет способ стирки в производственных условиях. То есть каждому артикулю пряжи расписано, как пряжу стирать, с чем стирать и как ее сушить. Конкретно на эту вот пряжу, на этот кашемир было расписано 15 минут замачивать с умягчителем, потом 10 минут ее крутить на высоких оборотах и сушить на
до 50 градусов на низких оборотах. Вот. И открывается пряжа с первого раза. Советую вам испробовать. Да, это страшно, но это того стоит. На этом сегодня все. Пока-пока.